Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как легко и быстро можно оживить автомобильный видеорегистратор на примере моего старичка 70MAI Dashcam A800. Оживлять его будем путем замены встроенного аккумулятора. Предпосылкой к его замене стали не включение регистратора при включении и зажигании автомобиля в холодное время года. При запуске автомобиля утром после ночной стоянки, когда на улице температура ниже 0, регистратор не включался сам и не реагировал на нажатие кнопки питания, то есть вел себя как кирпич. Но примерно после 15-20 минут прогрева салона он самопроизвольно включался. Отсюда напрашивался вывод, что его встроенный аккумулятор приказал долго жить, так как регистратор трудился у меня практически ежедневно без малого 4 года в жару и в морозы. И по симптомам, и по срокам аккумулятор пора менять. Также при каждом обесточивании регистратора, когда глушишь машину и выключаешь зажигание, последний начал выдавать следующее голосовое уведомление. Низкий уровень заряда батареи. Будет выполнено отключение. Замена аккумулятора регистратора 70MAI практически не отличается от модели к модели. Суть и технология практически идентичны. Если у вас регистратор 70MAI другой модели, A200, A500, A800S, A810 и так далее, прослуживший несколько лет, имеющий аналогичные симптомы, включающие в себя самопроизвольное отключение, циклическую перезагрузку и так далее, то наверняка аккумулятор требует замены, и данная процедура может вам помочь. Ссылки на разных продавцов и аккумуляторы для разных моделей регистраторов 70MAI будут для вас, как обычно, под этим видео в описании. Аккумулятор стоит 300-400 рублей, а те же регистраторы 70MAI 800 серии от 11 до 20 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Простая замена такого копеечного элемента, как аккумулятор, продлит жизнь регистратора, и он будет работать как новенький, радуя тем самым своего хозяина. Итак, чтобы добраться до штатного аккумулятора, отклеиваем наклейку под монтажной площадкой на корпусе регистратора и откручиваем два винта. Далее пластиковой лопаткой или медиатором, чтобы не поцарапать корпус, отщелкиваем панель с дисплеем от основного корпуса. Разобрав корпус, сразу же видим тот самый штатный аккумулятор в синей термоусадке. Аккумулятор зафиксирован кусочком двухстороннего скотча и подключен к плате коротким проводом с разъемом. Просто снимаем аккумулятор и отключаем его от платы. Мой новый аккумулятор абсолютно идентичен штатному, только проводок немного длиннее. Это такой же литиевый аккумулятор формата 1450 и с номинальным напряжением 3,7 вольта. Емкость нового аккумулятора заявляется производителем как 500 мАч. Емкость штатного с завода составляла столько же. На деле так оно и есть. С первой же попытки новый аккумулятор на iMax выдал 484 мАч, что с легкостью укладывается в погрешность. То есть аккумуляторы у продавца хорошего качества. Все без обмана. Просто у других продавцов в отзывах часто покупатели выявляют обман с емкостью. Тут такого нет. Аккумулятор полностью идентичен штатному. Это хорошо. Можно смело ставить. Установка, как и демонтаж, проста до безобразия. Подключаем провод в соответствующий разъем на плате, укладываем аккумулятор на его штатное место, и поскольку провод чуть длиннее, его необходимо аккуратно уложить. Пока корпус еще не собран, есть смысл произвести включение регистратора для проверки правильности выполненных действий. Ставьте карту памяти. Все работает, это хорошо, можно собирать. Процесс сборки ничуть не сложнее разборки. Соединяем половинки корпуса, прощелкиваем все зажимы, чтобы не было щелей и зазоров, после чего просто закручиваем обратно два винта, и при желании можно наклеить наклейку обратно на место. И не будет лишним проверить работоспособность собранного регистратора. Подаем внешнее питание, регистратор благополучно запускается, стабильно функционирует, все работает как надо. Но самое главное, теперь при отключении внешнего питания напряжение на встроенном аккумуляторе не падает ниже нормы и система не выдает предупреждение о низком напряжении. А низкое напряжение штатного аккумулятора было связано с его деградацией за 4 года жесткой эксплуатации, как в жару, так и в мороз, и как следствие снижения его емкости. Тот же iMax намерил всего 163 мАч. Емкость аккумулятора упала более чем в 3 раза. Плюс необратимые внутренние химические процессы. В общем, аккумулятор свое отслужил, а вот регистратор нет. После замены аккумулятора он вернулся на службу и работает как часы. Как будто ему не 4 года, а был он куплен пару дней назад. Теперь в любой мороз он включается сразу, при подаче напряжения во время включения зажигания. В общем, если у вас аналогичный регистратор 70MAI и присутствует проблема с запуском регистратора, самопроизвольной перезагрузкой или отключением, то вполне наверняка проблема с аккумулятором, и его замена способна решить проблему.
Я уже на 3 стареньких регистраторах 70 МАИ так менял аккумуляторы, в том числе на безэкранных, в частности модель 1С, которая самопроизвольно уходила в циклическую перезагрузку. И вот уже почти 2 года после замены аккумулятора работает регистратор без проблем. Напомню, все ссылки на аккумуляторы под разные модели будут для вас под этим видео в описании. И если у вас есть проблема с регистратором, теперь вы знаете, как ее можно решить и где взять хороший аккумулятор. Также рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.